Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Если честно, не знаю, на чем я сегодня хочу поиграть. Тут есть, в принципе, импреска, и я очень давно не играл на шаманах. Мне об этом даже писали в комментариях, типа, Санечка, очень давно не было у тебя шаманов, может, давай сегодня они будут? Ладно, за сегодня это я уже от себя добавлю. Ну, возможно, сегодня мы поиграем на шаманах. Не точно, конечно, но есть такая вероятность. Есть еще здесь темплара, как бы можно было бы поиграть через убийц. Ну, не знаю, не знаю. Сегодня, кстати, вышел патч баланса. Сказать, что многое поменялось, не совсем. Реликвию кабанов изменили. Таинственный фрук реликвию тоже изменили. И вот по поводу кабанчиков. Кабанчики стали теперь безлимитные. Хотя, давайте не так. Я не буду рассказывать про патч баланса. Потому что в скором времени выйдет на канале обзор на этот патч баланса. Он будет короткий. И там будет вся эта информация. Поэтому... Что я сейчас предлагаю? Я предлагаю присаживаться всем поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор на меня не подписан. Ну а кто может стать спонсором канала, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки будут закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. Также, ребят, подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылочки тоже есть в описании и в комментариях. Все, всех обнял, приподнял, поехали. Опа! Ранняя эгида мне пришла. Это что, намек? Так это намек на то, что мне нужно играть через полуорков и Кири эгиду? Ха. Блин, ну... Звучит интересно. Кстати, а реально, а почему бы и нет? Давайте посмотрим, как эгида себя раскрывает в текущем патче. Как она будет играть против всех и тому подобное. Да, реально, давайте. Какой план действий, соответственно, через эгиду? Как и в прошлый раз со Сларком, я буду ролиться на 4-м уровне, потому что шанс выпадения будет 35%. Ну, извините меня, 35% это, я думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что это слезы. Вот. Тут сложный выбор, на самом деле, по предметам. Молнии мне по факту не нужны. Предмет, который возвращает 50% чистого урона от нанесенного по вам, в принципе, топчик. Я думаю его взять, потому что, ну, 5 брони еще сверху, плюс у меня синергия воинов будет стоять. То есть я буду немножко плотный. Это, конечно, не плащ-пальто. Сейчас я объясню, почему именно плащ-пальто, почему именно, ну, не броня. Такое себе. А, еще, кстати, я забыл подметить, сегодня я играю не один, я сегодня играю с Марком. Помните такого человека? Марк. Тот, у кого обалденно дорогие внешки на фигуры. Так вот, когда ты играешь через Кири-гиду, тебе обязательно нужно поставить морских. Если же у тебя падают предметы на магическую защиту, то есть по типу там плаща пальто 2-го тира, то мы, соответственно, это берем. Если упал шар бездны, то, в принципе, от морских можно отказаться. Но с морскими ты просто порежешь еще 60% урона по себе. Кто вдруг не в курсе, как работает способность эгиды, объясняю. Она берет максимальное хп самой эгиды 10%, и все задетые фигуры в радиусе тоже от них берется от их максимального хп 10%. Все это, соответственно, там еще добавляется изначальный урон от этой косы. Но суть в том, что ваше, вражеское, все это складывается. И прикол. Эгида получает своей же косой себе урон от, соответственно, нанесенного даже по противнику. То есть там небольшая часть, но она наносится. Поэтому будьте бдительны. И именно из-за того, что урон по вам наносится, необходимо брать плащ-пальто и любое магическое сопротивление. Также сами ставите 6 морских, что просто не так сильно получать в табло. То есть запомните, что вам нужно магическое сопротивление. Вы видите, у меня кусок просто оторвался, там, не знаю, 20% мне оторвало. Поэтому необходима магическая защита. Если магической защиты не будет, ну, помянем. В идеале, как выглядит вообще в целом сборка вся? У тебя есть наследие духа огня, у тебя есть посох 3-го тира, у тебя есть призма, потому что призма работает на косу эгиды, кто вдруг не в курсе. Потом шар бездны. Все, вот это вот 4 топовых предмета, которые необходимы. Наследие, посох, шар и призма. Все, эти 4 предмета must have. Они вам необходимы. Кровь из носа, но они вам необходимы. Дальше все остальные предметы вам нужно добирать от того,
что против вас играется. То есть, нужно ли вам БКБ, нужна ли вам Кираса, нужен ли Хекс. Ну, то есть, суть, я думаю, вы здесь уловили. БКБ смотрится прекрасно. Хекс смотрится вообще отлично, потому что у вас есть призма. Короче, во. Поэтому, ребята, дальше, ну, нужно отталкиваться чисто от того, чего вам не хватает. Где-то бессмертия может не хватить, где-то маска 5-го тира понадобится, чтобы, знаете, в моменте, когда активировалась маска, вы пару тычек дали именно с руки, она отрегенила себе хпшку, еще одну-две лишние косы может накинуть. То есть, есть такой вариант еще развития событий. В общем, 4 топовых предмета я назвал вам, а дальше уже все максимально ситуативно. А что, так можно было? Ля, просто за один раунд до усиления. Мне нравится. Мне такое нравится. Ну и сейчас, конечно же, я буду блокировать орков. Почему именно орков? Потому что 3 целых фигуры находятся во втором тире от орков. Ну, это самая дешевая блокировка, грубо говоря. Да не грубо говоря, так оно и есть. Это самая дешевая блокировка и фигур из второго тира. Блокировать на самом деле 50 на 50. Ну да, на самом деле блокировка конкретно синергии либо расы помогает в плане того, что ты ищешь фигуры. Это работает, реально работает. Но, знаете, скилловички всегда найдут то, что надо, без какой-либо блокировки. Хоть ты там, не знаю, я даже не знаю, какой пример привести, типа, что ты должен сделать, чтобы... Точнее, что должен сделать противник, чтобы ему не шло. Всегда найдется тот скилловичок, который вот прям на одном дыхании найдет как надо. Без каких-либо блокировок. Ну, я думаю, вы это и сами прекрасно и без меня знаете, да? Да. Тут, кстати, нефритовый генерал уже молодому горячему пришел. Скорее всего, тут будут шаманы. Кстати, полуорки неплохо работают против шаманов. Потому что в чем вообще суть и соль полуорка? Все ваши герои ближнего боя, они будут вместо прыгать по доске, они будут скользить по ней. И вот смотрите, когда они скользят, все задетые фигуры в радиусе одной клетки получают стан на 2 секунды. И этот стан обновляется. То есть вы уничтожили пачку фигур, пробежались еще раз, застанили. Вы уничтожили другую пачку фигур, застанили, все, поехали дальше. То есть это прикольно, полуорки прикольные. Поэтому я бы рекомендовал вам именно попробовать поиграть на полуорков. Там разнообразно можно их использовать. Можно использовать их так же само под Кирис Ларка, что вообще топово на самом деле смотрится. То есть ты собираешь себе просто Кирис Ларка, 4 полуорка и 6 убийц. Все, поехали кататься, поехали разваливать всем кабину. Тоже прикольно. Либо же вот как я сейчас буду делать. Это будет 4 бога, 4 полуорка в Керри и Гиду. Ну и 4 морских, естественно. Все. В принципе, вот такая вот у меня стратегия. Я вот единственное, что до сих пор не проверил, может кто-то из моих подписчиков проверял, то напишите, соответственно, в комментариях. Работает ли новая синергия на способность эгиды? Это очень важный момент, потому что под призмой у тебя будет коса лететь минимум по 3 целям. Раньше было очень сильно ставить под эгиду гримтача. Почему? Потому что коса работает, если что, на чернила гримтача. То есть, если коса кидается в чернила гримтача, то, соответственно, все, кто задеты этими чернилами, туда летит коса. А, соответственно, под призму это вообще топчик, развал. Поэтому вот. Пока непонятно, что здесь будет собираться, но я вижу то, что Марк собирает себе мертвецов. У него 2 Абаддона уже есть. Это неприятно. Мертвецы, конечно, это тильт. Тильт, потому что косаш наносит от твоего максимального хп, от максимального хп задетых фигур противника. Поэтому мертвецы это будет такая поплава. То есть, если у тебя было 4000 хп, то у тебя взялось бы 10%, то есть 400 урона магического дополнительно было бы. А, кстати, еще момент. Посох 3-го тира умножает весь этот урон, наносимый с косы. Но она и наносит урон этот по вам. То есть, этот умноженный урон, вот этот кусочек хп, который она забирает от вас, то, соответственно, она умножает его тоже. То есть там будет не 10%, а 30%. Ну, можно так сказать. Но на самом деле там цифры совершенно иные вылетают. В общем, попробуйте сами. Вот, кстати, мне обалденная реликвия сейчас упала. Прям то, что я хотел, если честно.
На самом деле я здесь тоже хочу рольнуть сейчас предметы и попробовать найти себе вот эту палочку Гарри Поттера, которая дает плюс 20 маны, когда тебя бьют. Ну такое. Ну такое. Поехали ролиться, поехали. Сразу говорю, у меня будет приоритет на конкретные фигуры. А пандочку я поставил, потому что, ну, может быть, пандочка мне принесет что-то, кроме боли и разочарований. Я надеюсь на то, что мне сейчас с панды выпадет леший. Будет вообще топчик. Ой-ой-ой, как там Марку идет. Ранние 4 друида у него. Ой-ой-ой-ой-ой. Хьюстон, у нас проблема. У нас проблема. А там уже Абаддон в 3 звезды, прикиньте. Насколько это жестко. Ему Абаддон уже в 3 звезды пришел. Мне всякие виверны падают, а чел просто себе Абаддона так на одном дыхании находит. Серьезно? Ну что, серьезно? Ой-ой-ой. Ребят, это я походу сплю, да, или что? А ну, щипните меня. Чего мне так эгида идет люто? Я не хочу, конечно, сглазить, но, по-моему, эгида мне отлично идет. Я бы даже сказал, шикарно. Мне, кстати, там подписчик в комментариях писал о том, что вообще прикольно поролиться, знаете как? Берете 6 уровень, активируете жезл Кира и погнали ролиться. То есть вы, по сути, будете на 6 уровне, у вас будет больше места на столе. И, соответственно, из-за того, что будет больше места, вы можете больше фигур выставить на стол. То есть вы можете, в принципе, себя усилить. Ну и, соответственно, ролиться будете как на 4 уровне. То есть берете 6, активируете жезл Кира и ролитесь. И будете ролиться как на 4 уровне. В принципе, это логично. Это, кстати, реально рабочая схема. Рабочая лошадочка. В общем, юзайте, юзайте. Еще, кстати, почитал комментарии под предыдущим роликом, где я играл на инсектоидах. Ребятки, меня так давно не смешили ваши комментарии. Меня разрывало просто. Много комментариев мне понравилось. Конкретно какие комментарии выделить лучшие не могу, но некоторые там прям вообще разрыв тотальный. Ой-ой-ой. Поэтому, ребят, кто не читал комментарии под предыдущим роликом, рекомендую почитать комментарии. Это было смешно. Очень. Оценил. Красавцы, ребят, красавцы. Опа. Опа. Сюда. А что это значит? А это значит у нас что? Правильно. 14 раунд. Эгида в 3 звезды. Здорово. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Дальше мы тупо идем в уровень и будем выставлять свою сборку. А что еще-то делать? Муравью только болт на 28 приделать, да? У эгиды, кстати, есть огромные минусы. Сейчас объясню, какие. Кстати, надо будет... О, палочка Гарри Поттера. Отлично, все. У меня сейчас, скажем так, дешевый максимум на текущий момент. Мне, конечно, хочется еще найти на 15-м раунде плащ-пальто. Вот смотрите, сколько сейчас урона коса себе наносит. Смотрите. Бэмс. Просто такой кусмище отрывает. Там процентов, ну, сейчас где-то 13-15 отрывает. Ну, не 20. Ладно, забирайся, если у нас там 20% оторвало только что. Еще раз. Эта коса, она берет ваше максимальное хп эгиды и максимальное хп всех задетых вражеских фигур. И от этого увеличится массовый урон от этой косы. Поэтому из-за этого так больно прилетает. Из-за этого необходимо ставить морских, чтобы 60% урона порезать себе. Ты режешь, во-первых, ну, на самом деле это комфортная сборка, потому что ты ставишь себе и воинов, так еще и ставишь себе морских. Потому что ты ставишь себе селедку обычно, либо сларка. Кстати, если что, то сларка можно как саппорт ДД ставить. Он неплохо справляется, даже без шмоток в 3 звезды он в действительности может нормально наваливать. Потому что забирает скорость атаки противника. Если у него там есть возможность предметы накидать, то вы можете ему предметы накидать, что тоже неплохо будет. Плюс
Ты ставишь себе морских, у тебя есть синергия воинов чуть-чуть, у тебя есть контроль, у тебя есть магическое поглощение. Все, ты кайфуешь от жизни. Что происходит? Я не понимаю, почему мне так жестко идет. Неужели у меня впервые за столько времени соберется инча рана в 3 звезды? Серьезно? А как это работает? Я, кстати, перчатку возьму на всякий случай. Там Мишка есть. Меня Мишка не устраивает. Надо этого Мишку хавать. У нас сегодня будет медвежье мясо. Вот. О чем я? А, ну, в принципе, все рассказал. То есть, очень приятно играть через эгиду. Очень. Но, если вам не придет посох третьего тира, вот посох третьего тира это самый важный предмет из всех. Без посоха третьего тира урона у вас не будет. Там слишком мало урона будет у эгиды. Вот пик ее силы начинается тогда, когда вы собираете первые 3 предмета. То есть, давайте вот расставлю вам приоритеты, какие вам необходимы предметы. Вы берете себе посох третьего тира в первую очередь. Потом магическая призма. Потом наследие духа огня. Потом уже там можете шар бездны искать. Если, конечно, хотите. Зачастую достаточно будет 4 морских. Но просто бывает тогда ситуация, когда тебе морские, ну вот вообще ни в какую кассу не вписываются. И ты можешь поставить себе синергию воинов, что тоже, кстати, круто. Вот смоделируем ситуацию. Против вас убийца, да? Убийца не нашел себе перчатку 5 тира. Ты себе просто можешь поставить спокойно 6 воинов, 2 морских и кайфовать. Можно это так сделать. А, подожди, не, морские тогда не вписываются. Не, вписываются, да, вписываются. Селедка ж есть. Вот. Можно такую ситуацию сделать. Плюс там ты себе сверху кирасу найдешь, которая даст тебе плюс броню. И, соответственно, убийца такой, а как это пробивать? Я не понимаю. У меня ручки немножко... Мама, слепи мне Снежку. Тут меня, к сожалению, Тинкер разорвал. Чисто распаковал. Опа. Опа. А что это значит? А это значит, я ультра-имбу нашел? Антимага мы берем. Кстати, тоже прикольная тема. Вы можете собрать себе полуорков, собрать себе антимага, и с помощью антимага по доске кататься, и антимагом всех взрывать. Ну, дефолтные Марсы. Боже, ребят, я уже в предыдущем ролике, по-моему, жаловался. Но я хочу еще сейчас немножечко так пожаловаться. Как меня задолбала мета на хайрангах. Просто меня уже телепать скоро начнет, отвечаю. Я скоро буду пить таблеточки, валерьянку. Я буду себе, знаете, 5-литровый стакан валерьянки заваривать. Ну, вы поняли, короче. Потому что это такой трындец. В каждой божьей игре 2-3 типа собирают себе эльфов через Керри Марсе. Один тип 100% соберет себе огромнейших инсеков. И еще один тип спокойно собирает себе шаманов. Налегке на 8 уровне у него уже будет 2 легендарных шамана в 2 звезды. Это вообще такой трешняк. Опа, сюда. Здорово. Ребят, этот день войдет в историю. Этот день войдет в историю. Я собрал себе инчу в 3 звезды на 19 раунде. Кто давно меня смотрит, может меня прекрасно понять, почему этот день войдет в историю. У меня... Я не знаю, как сказать. Ну, никогда не получалось собрать себе инчу рано. Никогда. А тут у меня просто такая и эгида 14 раунд, и энча 19 раунд. Кстати, Марс в 3 звезды это отличная фигура под полуорков, потому что он своим щитом отталкивает всех, раскидывает, и ваши полуорки начинают на них набегать. То есть, по сути, это стабильная генерация стана. Прикольная тема. Так, а что ж мне за реликвия на... А, ну, сейчас посмотрим, что мне за реликвия пойдет на 20 раунде. Но мы не поговорили по поводу минусов эгида. На 20 раунде я хочу за реликвию себе, смотрите какую. Я хочу себе мастерскую бума, чтобы начать уже ролить предметы. У меня даже есть список, который мы можем паролить. Не нравится мне Марк. Он собирает какую-то дичь. И она меня напрягает. Она меня напрягает. Да. В принципе, кстати, мы можем антимага продать. Я думаю, что не особо-то мне и нужен этот антимаг. Ну да, короче,
Мне нужна сейчас мастерская бума. Либо двойные мобы. Вот. А хотя можно мастерскую бума, а на 30-м раунде двойных мобов. Все, я буду счастлив. Я писаюсь от счастья. Я надеюсь, что мне сейчас с первого раза упадет. Опа, сюда, сюда. Опа, еще. Опа. Опа, как много чего пришло. Так, нужен ли мне хитрец? Да пусть будет. Пусть будет. Лишним явно не будет. Перчатку скипаем. Опа, магическая призма. Сюда. Здорово. Сейчас будут по 2 косы лететь. Жалко, конечно, что в них в первую очередь не пришла посох 3-го тира, но отчасти это и хорошо. Почему? Потому что у меня сейчас нету никакого магического сопротивления, по сути. И мне будет очень неприятно и очень больно. 5-я точка будет у меня болеть. Я, кстати, вместо Сларка сейчас поставлю Хусика, чтобы у меня была синергия воинов, чтобы был немного поплотнее. Так. По поводу минусов Эгиды. У Эгиды есть прикол. Если фигура умрет раньше, чем ты кастанешь свою косу, то, соответственно, коса уходит в молоко. Урона не будет и все такое. Второй минус. Когда у нее остается 10% хп, она перестает кастовать свою косу. То есть поэтому на нее бессмертие зачастую бесполезное. Тоже такой вот момент думайте. Ну и третье. В какой-то этап игры вам может тупо не хватать урона. Даже если у вас будут все идеальные предметы, в какой-то этап игры может такое быть, что реально не будет хватать урона. И это неприятно. Видите, сейчас у меня она не кастит. Пофиг плюс пофиг. Блин. Где мой Рубик? Где моя морская волшебница? Я как бы уже хочу поставить себе, если что, морских плюс полуорков. Я, наверное, знаете, сейчас возьму 8 уровень и немножко паролюсь, чтобы выставить уже свою сборку. А потом будет все остальное. Кстати, боже, я вчера, помимо инсектоидов, пытался записывать что-то необычное, что-то интересное. Пытался записать Траксу. Честно, я столько боли и унижений давно не испытывал. Я собрал Траксу рано в 3 звезды. Но против меня собралась парочка воинов. И я такой, ага, спасибо. Прикол, знаете в чем? Это как по закону подлости. До того момента, как я пытал, ну, до того момента, как я себе собрал таксу 3 звезды, никто воинов не собирал несколько игр подряд. То есть, они, наверное, меня увидели, что я такой играю на Траксе, и такие, ага, Саня обнаружен, играем на воинах. Ой-ой-ой. Марку там и Дизраптор пришел, и Эмпреска пришла. Так он может спокойно переодеться в шаманах и развалить. На самом деле, в действительности, шаманы могут спокойно разваливать таких полуорков. Вот плюс полуорков лишь в том, что они могут давать стан. И они могут держать эту эгиду в контроле, точнее, и они могут этих шаманов держать в полном контроле 24/7. Ну, тоже такое себе. Но может не всегда просто хватить урона от эгиды. Может хватить, а может не хватить. Но это ситуативно, короче. Бэмс. Бэмс. Маловато пока что урона. Надеюсь, что с 25-го раунда мне выпадет то, что я хочу. О. О. Мне нужна морская волшебница. Она пришла. Отлично. Там Некра уже нашел. Все, дальше мы идем в уровень. Мне нужен 9, чтобы на 9 уровне поставить себе 4 морских. Бэмс. Блин, как же там много урона. Просто чела только что не отпустил. Этот чел играет на кунг-фу плюс шаманах. Он еще и всех так кучно поставил, знаете, вот прям соблазн мне такой делает, чтобы я
Чтобы я его просто аннигилировал. Ну еще, кстати, Doom очень жестко тильтит Эгиду, поэтому мифриловый доспех тоже как бы нужен. Если вы видите, что у вашего противника есть Doom, как в этой игре, то нужно будет все-таки мифриловый доспех взять. Мифриловый доспех, кстати, неплохой будет предмет, потому что он дает и хпшку, и скидывает с себя дебафы. Условно, тот же самый Doom, который будет у вас лететь, он будет скинут этим мифриловым доспехом. Все. На самом деле, каждая игра, она уникальная, но есть просто стандартный топ предметов на конкретного героя. Вот стандартный топ я вам назвал. Все остальные предметы ситуативны, запомните. Их нужно будет по ситуации использовать или реализовывать. Я аж на месте забуксовал. Бэм. Кстати, я уже не раз говорил, но эти мишки бьют магическим уроном. Зачем мне эта сфера? Объясни мне, пожалуйста, зачем? Наследие духа огня берем. На самом деле у меня сейчас отличные предметы. Я бы даже сказал вообще топовые. Вот кроме магической вот этой вот сферы, которая хилит. Она слабенькая. Мне эта сфера вообще не нужна. Кстати, там темный лорд собирается в 3 звезды. Еще 9 магов сверху. Да. Беда немножко может нарисоваться. Хотя, на самом деле, какая беда? Не, ну мне может урона по нему не хватить. Если он особенно еще и шар бездны себе найдет, так он меня своим темным лордом, скорее всего, аннигилирует. Ладно, это уже такое. Будем решать проблемы по мере их поступления, правильно? Я понял. Сколько Марк потратил денег для того, чтобы ему так легендарки шли? Вы просто посмотрите, у него на 9-м столько легендарок, что аж глаза заворачиваются. Обалдеть. Ну ладно. Бэмс. О! Не понял. Не понял. А что это было? А почему у меня коса в никуда улетела сейчас? Вы видели? У меня только что Эгида кастанула косу в антимага, и по итогу эта коса улетела в небытие. Что происходит с этой игрой, я не понимаю. Баг на баге. Не, может это, конечно, какое-то нововведение, что коса работает в уклонение. Точнее, что от косы можно уклониться с помощью синергии эльфов. Но это не до хрена ли, а? Я что-то реально не понял. Ой, какой там Сларк неприятный. У него и маска, и это. Хочется подождать, конечно, 30-й раунд. Марк будет играть, кстати, через 6 нежить и 5 драконов. Вот, я его прочитал. Читаю как открытую книгу. Вот, кстати, 9 магов вот, против темного лорда будет довольно-таки тяжело. Потому что там будет вечное обледенение, и постоянно эта коса будет сбиваться. То есть у Эгиды очень долгая анимация косы. Очень долгая. Поэтому имейте в виду. Я дальше буду идти в уровень, в 10-й. Может, найду что-то еще полезнее. Тут могут мне сейчас просто на 30-м раунде упасть часы. Если упадут эти часы, это будет жестко. Потому что у меня еще раз будет мастерская бума. Но может упасть рейд ночных зверей. Я тогда возьму... Ну, я приоритетно буду брать рейд ночных зверей. Это намного будет жестче. Хотя я рольнул, пофиг. Ну и как отказываться от этих предметов? Ну как? 2 предмета обалденных. Что шар бездны, что магические, что мифриловые доспехи. Ну, я беру, естественно, мифриловый доспех. Шар бездны мне сейчас объективно не нужен. У меня есть морские. Бэм! Ну, урона теперь... Ну, вот видите, наступает тот сейчас этап игры, когда без посоха 3-го тира у меня тупо нет жизни.
У меня урона нет. Вот тот Сларк придет... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А что, так можно было? Вот сейчас просто представьте на мгновение. Сейчас ко мне придет тот Сларк, и как мне его выносить? Так он же мне путевку в лучшую жизнь отправит сразу. Он должен меня спокойно на Сларке вынести, потому что, как бы, предметов керри у меня нет. А еще, кстати, есть такой интересный баг. Если получится, то посмотрим в этой игре. Видели обезоружившего темного лорда? Вот этот вот темный лорд, он может кинуть обезоруживую гиду, и будет следующий прикол. У гида не будет кастовать свою косу почему-то. Тоже такой забавный баг. Максимально. С чем это связано, непонятно. Ну, по идее, синергии воинов мне должно быть достаточно против этого убийцы. Бэмс. Ну, урона не хватает, и все, хоть ты тресни. О, начинается то, о чем я говорил, видите? Гида тупо не касает свою косу. Все, она делает анимацию, но косы нет. Где коса? А косы нет. А посоха третьего тира у меня тоже нет, чтобы я мог хоть как-то что-то сделать. Только наследие духа огня меня сейчас вот спасло от того, что я скинул с себя дебаф магов. Ну и мне не хватило урона, естественно. Ну, дефолт. Почему я не удивлен? Тоже меня так этот бесит момент. Зачем разработчики сделали такую долгую анимацию косы? Ой, ладно. Не будем о плохом. Не будем портить себе настроение. Ну, кстати, сочувствую эльфу. На самом деле я не сочувствую эльфу. Задолбали эти эльфы. Задолбали использовать метовую Марси. Я тупо из-за того, что они используют метовую Марси, вообще не хочу играть на своем любимом персонаже. Вообще не хочу. Чисто из-за вот этого вот прикола. То, что типы все поголовно играют через Марси, я не хочу из-за того, что она метовая. Играть на своем любимом персонаже. Все. Поэтому я этому эльфу не сочувствую. Не хрен играть на мете. Играйте на чем-то нормальном. Боже, две обалденные реликвии. Но я беру, естественно, рейд ночных зверей. Я думаю, все прекрасно знают, почему. Рейд ночных зверей будет намного имбовей. Поэтому это мы и берем. Посох третьего тира дай. О, да шоп тебя, чебуреки, в одно место чпокнули. Ну, шарбезно берем, чтобы в дальнейшем от морских, если что, отказаться. Я просто надеюсь, что сейчас хотя бы против мага мне станет немного полегче, потому что он своим темным лордом меня душит. А вот как раз у меня будет 60% магического сопротивления, 60% буду резать от морских, и, соответственно, у меня еще будет шарбезно. То есть у меня сейчас будет миллиард брони, миллиард сопротивления. Фу, оговариваюсь. По идее, он не должен так долго накидывать мне свое обледенение. Там 0,1 секунда, может быть, будет. Ладно, я не буду брать, если что, вот этот вот медальон. Не вижу в нем смысла особого. Здорово, эльф. Чё, как оно? Бэм. Ну вот это вот недостаток урона, это меня прям огорчает. У меня Рубик украл способность хитреца. Так, Марк того мага вынес, хорошо. Пусть Марк его вынесет вообще. Надо, кстати, дума собирать. Дум пригодится. Что против убийц, что против этого мага. Темного лорда Дум закинется, и все, мы будем кайфовать. Там еще и Леша ему пришел. Кайфует, кайфует Марк. Но без 6 нежити как-то не очень кайфуется ему. Ему надо 6 нежити ставить, иначе будет проблема. В текущем патче, если что, нежить режет не 50% хп, а минус 45% хп.
5%. Но это важно. Ой, арчит. Вот тоже момент. Если бы я не взял сейчас мифриловый доспех, то мне бы этот арчит прилетал. Прилетал бы этот арчит, мне было бы больно. Ну вот, кстати, видите, урона сейчас не хватает. Катастрофически не хватает урона. И сделать я с этим ничего не могу. Вот так вот. Ладно, поставим Думу. Может, хоть он как-то поможет. О боже, елки-палки. Я такие хорошие предметы разобрал, ради чего? Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Это трындец, товарищи. Блин, надо медальон забрать. Пригодится. Прикол в том, что довольно-таки поздно получить посох третьего тира, это тоже проблема, потому что ты, возможно, не сможешь настакать этот посох. Потому что уже будет лейт стадия, все тебя начнут контрить, и ты тупо этот посох не сможешь настакать никак. И что потом тебе делать? Молиться только. Ой, ладно. Думаю, выкрутимся как-то из ситуации. Кстати, темпларка хорошо контрит гиду, потому что она накидывает на себя свой щит и все. И гида в щит кастует свою косу и ничего больше не делает. Я, короче, яйцо закину в Думу. Мне кажется, это будет профитно. Леший в 2 звезды сейчас переделывается. Там, кстати, рыжий лис почти в 3 звезды собран. Прикольно. Только, как по мне, играть через рыжего лиса это такое в текущей патче. Хрень полнейшая. Вы видели этот прикол? У меня только что полуорки застанили чела в БКБ. Серьезно? Ну ты глянь, она все равно не кастует свою куку. Ну. Как же ты меня бесишь. Какое же это очко? Ладно. Но меня сейчас удивило то, что у меня полуорки застанили чувака в БКБ. Вот это вот меня в действительности удивило. Мне так не хочется морских лишаться. Морские полезные, но они на самом деле против мага сейчас только полезные. Сейчас вот поставил себе 6 воинов, чтобы быть немного плотнее. Скорее всего, я останусь против убийцы, потому что у него осталось 40 хп. Будем с ним друг друга тыкать. Пожалуйста, дай мне посох третьего тира, чтобы я вот просто не ролил его, и все. Посох третьего тира. Опять этот гиперстон упал. Драконий рог. И арчит. Блин. О, наконец-то, спасибо тебе, спасибочки тебе. Но это довольно-таки поздно, мне сейчас упал посох третьего тира. Я могу его сейчас тупо не настакать. Я беру драконий рог. Хотя и арчит, это тоже обалденный был предмет. Дух пятерку брать не буду. Слишком сложно будет его реализовывать, этого духа пятерку. Ну, кстати, можно зарандомить предмет 5 тира. И найти себе хекс. Хотя там БКБ. Нужен ли мне этот хекс? На самом деле не особо нужен мне этот хекс из-за того, что там БКБ. Кунка идет. Ой-ой-ой.
Не знаю, поставлю как-то Тайда сюда. Эгиду сюда. Чтобы Эгида закастовала свой шарбезный, и его не снесли, этого Тайда. А, Тайд же сначала катится, а потом использует драконий рог. Точно. Я и забыл. Оп, станчик. Оп, урончик. Стой. Бэмс. Ну, видите, ну, нас... Вот наступила сейчас та стадия игры, когда я тупо не могу настакать свой посох. И все, я не настакаю этот посох. Кстати, 9 магов вынесли Марка. Прикольно. На самом деле, не прикольно. Для меня это проблема. У одного БКБ, у второго БКБ. Хекс будет бесполезен. Ну, в принципе, а что еще брать? Маск. Вот, кстати, масочку возьмем. Масочка, на самом деле, не бесполезная. Она дает плюс хп. И пару тычек ты можешь себе отрегенить. Так что, в принципе, маска не бесполезная. Пока маг живой... Обалдеть там маг. Обалдеть. У него он играет через антимага. А у антимага есть шарбезный, много магического сопротивления своего. Плюс еще и посох 3-го тира. Ну, вот я же говорил, наступит та стадия, когда посох 3-го тира я тупо не смогу настакать. Вот и все. Сейчас, кстати, надо будет обратить внимание на то, что я видел. Вы видите, я не могу настакать посох из-за этого. Вот поэтому я говорю, что посох 3-го тира это приоритетный предмет, который нужно. Не то, что нужно, а необходимо найти. Без него урона нет. Вот, видите, как сейчас. Как только было бы у меня 20 стаков, то там чуваки могли бы читать «Отче наш». Ладно, я кунку продам, он мне не нужен. Самая главная проблема для меня это маг. Надо что-то делать с магом. Как вариант, я могу поставить 6 морских. Ну, тут есть тоже одна проблема. Он играет через антимага. Что мне с этим антимагом делать? Можно поставить Горн. Кстати, Горн на Агар. Ну, тоже. Толку от этого Горна будет. Морские мне. 6 морских. Ну, 6 морских, кстати, смотрится логично. Но есть тоже один момент. Против темного лорда работать не будет. У меня слишком много магического сопротивления, плюс еще и морские будут резать 60% урона. Рыжий лист 3 звезды, здорово. Хорошие предметы в рыжем лисе, но все модификаторы атаки не работают на рыжего лиса. Маг вылетел. Опа. А вот это хорошо. А вот это отлично. Это, я бы сказал, бы даже прекрасно. Я, наверное, возьму Кирасу. Возьму Кирасу, потому что там все-таки убийца. У убийцы нет чистого урона, поэтому Кираса must have. Дума тоже нужно собирать. Кунг надо, наверное, будет вместо Тайда поставить. У меня тогда реально будет очень много магического... Если честно, хорошо, что ему не упала перчатка 5-го тира, ему упала рапира. Но это тоже проблема, но у меня есть Кираса. Ему может сейчас урона против меня не хватать. Самое классное то, что был бы это старый рыжий лис, я бы ему ничего... Я бы ему ничего не сделал. А так это новый рыжий лис с новой способностью, поэтому я его могу еще и как выносить. Я его почти вынес. Ай-яй-яй. А что за... Что это был за двойной отхил? Я сейчас не понял. Вы видели? Он сделал мне одну тычку, и двойной отхил получился. Прикол, да? А зачем я кунку продал?
Я тупой. Я продал кунку. Ой-ой, дурак. Но смотрите, у него предметов никаких на контроль нету. То есть, по сути, мне сейчас мифриловый доспех вообще не нужен. Я могу себе кирасу забрать. Отдай сюда. Отдай сюда эту прикормку. И надо будет поставить 6 воинов. Мне кажется, 6 воинов будет намного надежнее, нежели у меня будет стоять морские. Магическое сопротивление у меня есть. Маска 5-го тира тоже есть, если что, подхилюсь стычек. Ну да. Ну все, поехали. Поехали. Что тут у нас упало? Да, в принципе, плевать. Берем часы. А вдруг я на 45-м раунде... Вдруг мы до 45-го раунда доживем. Правильно? Мне бы, конечно, еще и лешего найти. Дум хорошо идет, мне нравится. Кунка, здорово. Давно не виделись. Так, отлично. Вообще прекрасно. Чел не имеет ни одного предмета на контроле. Соответственно, драконий рог закидываем в Дума. Дай бог, чтобы этот драконий рог летел. Точнее, Дум летел в кого надо. В нашем случае это Рыжлис. Я на самом деле хочу себе Дума в 3 звезды собрать. Но я сейчас немножко подожду, яйцо не хочу тратить. Вы этот бред видите? Полуорки станет в БКБ, серьезно? Полуорки станет в БКБ. Обалдеть. Найс баланс. Найс. Полуорки станет в БКБ, это вообще кринж. Если честно, я этого вообще не ожидал. Так, ну надо наследие духа взять. Потому что призму я скипнул. Я что-то думал, что призма есть. Я призму скипнул. И роль предмет 3-го тира. Гений. Гений непризнанный. Ля, вот это, конечно, рофл. Ну, я, кстати, его рапиру вывел. Ему она не нужна. Это чтобы он не расслаблялся. А ну, смотрим еще раз. Реально в БКБ летит дебаф полуорков? БКБ закончилось, сейчас мы не посмотрим. Он решил по итогу сделать себе керри Эмбера, чтобы модификаторы атаки работали в способности. Наконец-то мы 10-ю легендарную фигуру раскрыли. И Тайт идет. Ну, Тайт мне вообще, если честно, уже не нужен. Типа зачем? Толку от него вообще никакого. Но на всякий случай пусть будет. На самом деле круто я сейчас сделал. У меня синергия воинов стоит, у меня есть кираса. То есть я весь его физический урон чисто нивелирую. Я такой плотненький. Знаете, плотненько покушал. Я думаю, это конечное. Он рапиру потерял, урона у него нет. Да, реально. Полуорки в БКБ станет. Серьезно? Серьезно? Кстати, Дум отличный полетел в Эмбера. Просто прекрасный. Кто вдруг только что... Короче, 2 бага. Ну как 2 бага? Один баг, второй, я не знаю, что это. Полуорки станет БКБ. Это кринж. Это сломанная хрень. И, кстати, посох я настакал, видели, урон появился. Вот так вот. И второй момент. А какого лешего Дум только что не прошел в Эмбера? То есть у меня Дум закастил Дум. Он пошел в откат, эта способность. А по итогу что? А по итогу ничего. Дум идет в откате, но на Эмбере его нет. Ну, короче, ребят, пока полуорки сломаны и стан работает в ВКБ, это кринж. Я, если честно, этого не ожидал. Если еще и с гритерами тоже есть какой-то прикол, то это будет... Я не знаю, как это передать. Это будет сломанная хрень полнейшая. В общем, вот такая вот эгида.
Как вы поняли, то, что посох третьего тира все-таки это самый мастхевный предмет на нее, потому что если не будет этого предмета, то, соответственно, не будет у вас урона. Вот как у меня были огромные проблемы, а когда я получил этот посох, я, соответственно, не смог его настакать. И единственное мое спасение было это 40-й раунд, потому что на 40-м раунде я все-таки смог настакать себе посох. Хоть как-то, но он смог. Там уже 10 плюс стаков, и сразу ощутимо урон возрос. В общем, как-то так. Ну, в целом, мне больше нечего добавить. В течение игры мы все обсудили. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор не подписан. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!